Любая физическая нагрузка, будь то бодибилдинг или фитнес, банальные пробежки по утрам или там занятия кроссфитом, это повышенная нагрузка на одни и те же суставы и сухожилия. Если же вы занимаетесь игровыми видами спорта, такими как баскетбол, волейбол, или теннис, или футбол, то нагрузка на суставы возрастает еще во много раз, и риск получить травму, соответственно, еще больше увеличивается. При игровых видах спорта просто возникает увеличение вероятности так называемых неожиданных движений. Возрастает вероятность того, что тот или иной сустав подвергнется нагрузке под совершенно неестественным углом или в неудачном, неестественном с физиологической точки зрения положении. Вот почему игровые виды спорта настолько опаснее, чем, допустим, бодибилдинг, где упражнение выполняется с одной и той же скоростью, с одной и той же техникой и постепенно возрастающей от сета к сету нагрузкой. Тем не менее, риск есть всегда. И сейчас я вам расскажу, как свести к минимуму вероятность получения травмы и как ускорить восстановление, если боль в конечном итоге все-таки появилась. Для начала напомню вам, что я тренер, а не врач, и мои советы не выход, если вы получили серьезную травму. В этой ситуации вам необходимо срочно сосредоточиться на поиске компетентного, квалифицированного ортопеда или травматолога. Тем не менее, знакомые врачи частенько присылают мне своих подопечных для того, чтобы я помог им реабилитировать сустав, реабилитироваться после травмы. И если специалисты считают, что грамотный тренер необходим для ускорения процесса лечения, восстановления и профилактики травм, то прислушаемся к их рекомендациям и послушаем дядю Юру. Разминка общая и в особенности специально главное условие для профилактики и предотвращения всяческих травм. Многие слышали, что перед тренировкой 5-10 минут нужно походить на беговой дорожке или побегать, поездить на велотренажере, затем сделать вращение во всех суставах. Да, все эти наклоны, приседания, повороты корпуса – это общая разминка. Она имеет цель постепенно активизировать функции сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем организма. Но, к сожалению, не все знают, что куда важнее для предотвращения травм так называемая специальная разминка. Например, выполнение движения, которое мы собираемся совершать с рабочим весом в ряде подходов с постепенно возрастающим от подхода к подходу весом. Например, если вы сегодня должны пожать штангу лежа весом 100 кг на 5 повторений, вероятность травмы, допустим, передней дельты будет выше. Если вы просто, как обычно это делается, выполните там один разминочный сет с весом 50 или 70 кг и сразу же приступите к рабочему сету с весом 100. Последовательно выполнив сеты 20, 40, 60, 80 кг, вы не только уменьшите намного вероятность травмы с весом 100 кг, но и увеличите эффективность вашего рабочего подхода при условии, что вы сделали правильное количество повторений во всех этих подводящих сетах специальной разминки. Если же все-таки травма случилась, вы начали чувствовать, что выполнение привычных упражнений начало приносить вам боль и дискомфорт, или же вы стали замечать небольшое похрустывание в суставах, чаще всего такое бывает с коленными суставами, вполне возможно это значит, что появились первые признаки артроза, который в дальнейшем может начать прогрессировать. Что здесь можно сделать? Вполне вероятно, что нужно дать суставу покой. Все зависит от вашей ситуации, от ваших ощущений. Или отказаться на некоторое время от нагрузок полностью, или выполнять их с меньшим весом. В каждом случае по-разному, но, как правило, сначала всегда предпочтительней покой. После получения травмы первую неделю-две лучше никак не нагружать травмированную область. Если же травма длительное время не проходит, наоборот, бывает более эффективным начать закачивать травму. То есть выполнять большое количество повторений в
плавном стиле с минимальными нагрузками, например, используя эластичные бинты. Спортсмены часто используют специальные защитные бандажи и бинты для укрепления своих суставов. Это действительно помогает и предотвратить травмы, и ускорить процесс реабилитации, если таковые уже имеются. Кроме того, можно использовать различные таблетки и уколы, например, НПВС, нестероидные противовоспалительные средства. Сразу скажу, что в большинстве случаев крема существенно уступают в своей эффективности уколам и таблеткам. Каково мое отношение к НПВС? Я считаю, что этого мало для лечения. Это средство для того, чтобы снять острое воспаление, если травма только получена, но некоторые люди постоянно используют данные противовоспалительные средства или даже непрерывно их используют. Но при постоянном непрерывном применении нестероидных противовоспалительных средств возникают различные побочные эффекты. Поэтому я обычно использую такие препараты на протяжении короткого периода времени. Аспирин, НАЙС, ибупрофен, тот же самый диклофенак натрия, это все те же самые нестероидные противовоспалительные средства, и они хороши только на коротком промежутке времени, чтобы и снять воспаление, уменьшить боль, и в то же время не получить те или иные побочные эффекты. Опять-таки, все подобные препараты должен назначать врач. Стоит, конечно, обратить свое внимание и на хондропротекторы. В основном это препараты, содержащие глюкозамин и хондроитин. Данные препараты способствуют регенерации хрящевой ткани. Также спортсменами замечено и положительное влияние на связки. Хондропротекторы питают хрящевую ткань и замедляют ее болезненное разрушение. У меня есть опыт применения самых разных хондропротекторов и в уколах, и в мазях, и в виде таблеток. Я по рекомендациям пауэрлифтеров делал себе инъекции хондропротекторов, таких как Мукосат и Дона с содержанием глюкозамина. Что показал мой опыт? Как-то вот не получается у меня на практике делать регулярно инъекции хондропротекторов. А некоторые люди вообще с предубеждением относятся к любым инъекциям, даже если это витамины или хондропротекторы, то есть что-то полезное из натуральных веществ, они уже думают, что это химия, что ты становишься качком, который сидит на стероидах. То есть многие люди на самом деле просто панически боятся уколов. Я думаю, это сложно и мало применимо на практике. Это для людей особого склада характера, тем это может быть и подойдет. Кроме того, что я могу сказать о всех хондропротекторах, особенно о таблетках и мазях, что эти препараты помогают, скажем так, не скоро, сколько я их перепробовал, для укрепления связок, суставов. Исключением, пожалуй, является единственный крем, который сочетает в себе свойства и НПВС, и хондропротектора. То есть он и лечит хрящ, и помогает восстанавливаться связкам, и снимает боль, и имеет лечебно-профилактическое действие. Есть такой сингапурский крем, про который я узнал в последнее время, называется Хондроксид Максимум. Главное не спутать его с другими хондроксидами, потому что кремов с названием хондроксид в любой аптеке навалом, но это все не то. Чем так понравился этот крем? Почему он так эффективен? Дело в том, что у него повышенная так называемая проникающая способность. Его проникающая способность сравнима с применением хондропротекторов в инъекциях. Крем оказывает противовоспалительный эффект и снижает боль. Я наношу его на сустав, где у меня есть болезненные ощущения, 3 раза в день. Что мне нравится? Что он легко втирается. И что очень важно, у него нет этого отвратительного неприятного запаха. Дело в том, что я со многими кремами столкнулся, намазываешься, потом в зал ты не выйдешь. Единственное, что важно, что нужно применять в течение 3-4 недель, чтобы почувствовать такой выраженный эффект. Тем не менее, я еще раз повторю, что я не врач. Если боль серьезная или у вас выраженная травма, есть какой-то синяк, отек, припухлость, лучше всегда обратиться к врачу. А вдруг у вас разрыв связок, а вдруг у вас отрыв мышцы. И если ее не пришить на место, просто-напросто вы потеряете эту мышцу, она атрофируется. А так можно вовремя провести несложную операцию, вы сохраните вашу мышцу. Поэтому, если что-то серьезное, сразу бегом к врачу, к хорошему врачу, и тогда у вас все будет хорошо. Если травма серьезная, у вас есть синяк,
что-то опухло, может быть у вас вообще произошел отрыв мышцы, часто это не вызывает прям сильную боль сразу. Но если вовремя обратиться к врачу, можно восстановить мышцу, она не атрофируется. Так, если вы вовремя не обратитесь куда нужно, просто вы можете потерять часть вашей мышечной ткани, это очень плохо. Поэтому, повторюсь, в случае серьезной травмы сразу обращаемся к специалистам, а я всего лишь тренер. Тренировка ротаторов плеча и закачка мышц кора, мышц, защищающих ваш позвоночник, великолепное средство профилактики травм и лечения, реабилитации ваших травм. Выполняя специальные упражнения, рекомендованные медициной, такие как эллиразаведение или наклоны «Доброе утро», вы можете укрепить ваши слабые места настолько эффективно, что ваша травмоустойчивость возрастет в разы. Спортсмены, которые приседают со штангой на соревнованиях по пауэрлифтингу, знают, насколько наклоны со штангой на плечах стоя и сидя, гиперэкстензии с дополнительным весом и прочие упражнения уменьшают вероятность травмировать свой позвоночник. Даже при работе с огромным весом. Прислушиваясь к своим ощущениям на тренировках и принципиально отказавшись от тренировок через ощущение боли, как это сделал я, вы также выведете свой тренинг на качественно новый уровень. Существует множество упражнений для каждой мышечной группы. Допустим, у вас немного болят связки бицепса при выполнении сгибания рук со штангой стоя. Вы, конечно, можете терпеть боль, и дискомфорт постоянно будет расти, пока все не закончится сильным воспалением связок или травмой. В этом случае вам придется многие недели и даже месяцы не тренировать ваши бицепсы. Но куда правильнее будет отказаться от выполнения упражнения, в котором вы ощущаете дискомфорт, и заменить на упражнение, в котором вы не чувствуете никакой боли. Например, на сгибание рук в локтях с гантелями в стиле молот. Предположим, в этом упражнении все окей. Вы перестанете перенапрягать воспаленные связки, и таким образом процесс их восстановления и заживления станет максимально быстрым и эффективным. При этом вы продолжите тренировки, выполняя комфортное для своего организма упражнения, и не потеряете в объемах своих бицепсов. Один из самых эффективных способов профилактики травм – это ограничение амплитуды при работе с большим весом. Например, при работе с гантелями в упражнении разводка лежа вы ощущаете великолепное растяжение своих мышц в нижней фазе движений. Классно, прорабатывая мышцы с максимальной амплитудой, вы чувствуете себя замечательно. Но взяв гантели довольно большого веса и тренируясь в таком стиле, вы можете легко потянуть или даже порвать связки и мышцы. Но вы можете выполнить сеты с малым и средним весом до отличного растяжения мышц, а затем поработать с меньшей амплитудой, с большим весом для стимуляции максимального роста силы и массы. То есть ограничить амплитуду движения как раз в той фазе, где ваши мышцы могут получить травму при работе с особо большим весом. Циклирование нагрузок является более продвинутым способом сохранения здоровья своих суставов. Допустим, в каком-то упражнении вы дошли до рекордного показателя 100 кг на 10 повторений. И вам уже трудно увеличить свой результат. Вы можете повторять этот результат неделю за неделей, месяц за месяцем. И при этом, естественно, будет происходить определенный износ связок и суставов, задействованных в данном движении. Есть и другой путь, куда более оптимальный. Выстроив определенный рабочий цикл, вы одну неделю выполняете это упражнение с весом всего лишь 70 кг на 10 повторений. Это так называемая легкая неделя цикла. Затем следует неделя 80, неделя 90 кг, неделя 100 кг и, наконец, неделя 110 кг в рабочем цикле. В результате такого пятинедельного цикла вы не только дали своим связкам и суставам отдохнуть в течение первых 2 легких недель цикла. Ведь когда вы работаете со щадящим весом, вы восстанавливаетесь.
Хотя вы не растете, но вы восстанавливаетесь. Это необходимый элемент фазы роста последующего. Но вы также и повышаете эффективность своих тренировок, вы увеличиваете свой прогресс. Если посмотреть на год тренировок с одними и теми же максимальными постоянными весами и посмотреть на год тренировок этого же спортсмена, который тренируется циклически, циклирует свои нагрузки, то, безусловно, второй вариант принесет несравненно больший результат. Вы прибавите больше мышц, больше силы, больше количества повторений, чем, допустим, если вы будете постоянно работать на пределе своих возможностей. Нет восстановления, нет и роста. Но я тренер, который пытается поделиться своим опытом, своими навыками, наработками, секретами, принести вам пользу. Поэтому, друзья мои, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующее видео и не пропустить порцию очередной полезной информации. Обязательно напишите ваши вопросы в комментарии к этому видео и делитесь этим видео на страничке своей соцсети, чтобы поддержать развитие спорта. Пока, друзья! Тебе нужен тренер с огромным размером стажа. Ну да. И тебе он подробно расскажет, как тебе поднимать штанги и гантели. Из дрыща превратиться в модели. Ты отлично знаешь эту злую весть. Злую весть. Ты отлично знаешь, что надо сбросить вес. А для этого нам надо записаться в зал. Ты же знаешь это, знаешь все, что я сказал. Тебе нужен тренер, тебе нужен Точно тренер. нужен. Только он может дать отпор Только твоей он. линии. Перед зеркалом ты плачешь все время. Плачешь. Тебе нужен тренер.